Добрый день! Хочу попросить вас, кому не нравятся мои видео, аргументируйте, пожалуйста, под видео. А сегодня я хочу вернуться к недостаткам упрощенного включения микросхемы Texas Instruments TL494 в схеме стабилизатора напряжения. Вот в этой схеме включения, которую мы модифицировали в прошлом видео, я заметил неприятные недостатки даже после модификации. А конкретнее, это повышенные мощности на ключевых транзисторах в момент включения. Всплеск напряжения на выходе, превышающий напряжение стабилизации. И уже совсем невозможный недостаток – это включение стабилизатора без нагрузки. Давайте я продемонстрирую вам все эти недостатки по порядку. Включим нашу схему из предыдущего видео как есть. Если посмотреть видео этой эмуляции покадрово, то вы найдете мощности, падающие на транзисторе 262 Вт и даже 557 Вт. Кто-то может сказать, что это же кратковременно. Да, но это наверняка может привести к выходу из строя транзистора. И это еще при емкости конденсатора выходного фильтра в 470 микрофарад. Если поставить, как в исходной схеме, 4700 микрофарад, то падение мощности на транзисторе вырастает до более 900 Вт. И ток на одном транзисторе более 26 ампер. А это уже мощность потребления от источника питания более 2 кВт. А теперь посмотрим на всплеск напряжения на выходе при емкости конденсатора 470 микрофарад. Он равен 16,8 вольт, а при 4700 микрофарад 18,5 вольт. Ну и наконец давайте включим нашу схему без нагрузки. Мощность на транзисторах нисколько не уменьшилась, но зато на выходе стабилизатора мы получили 29,5 вольта. Однако разработчик микросхемы предусмотрел все эти нюансы и для их устранения ввел на четвертую ногу управление скважностью входного сигнала. Во-первых, при применении этой микросхемы в инверторах, чтобы не допустить сквозных токов через транзисторы выходного каскада на четвертой ножке, необходимо установить такое напряжение, при котором один транзистор закрывается, а второй открывается только спустя некоторое время. Это предотвратит ситуацию, при которой одновременно могут быть открыты оба транзистора выходного каскада. Одновременное открытие обоих транзисторов выходного каскада вызывает так называемый сквозной ток. В нашей же схеме не может быть сквозного тока, но при включении по исходной упрощенной схеме, когда четвертая ножка на земле, скважность выходных импульсов стремится к максимуму. Что это значит? Значит это то, что в начальный момент до выхода схемы на стабилизацию напряжения выходной транзистор, в нашем случае два транзистора, включенных параллельно, почти все время открыт и только кратковременно закрывается. Это и приводит к описанным выше недостаткам этой упрощенной схемы. А всего-то и нужно только 3 дополнительных компонента добавить в эту схему. 2 из них – резисторы и 1 электролитический конденсатор. На модифицированной схеме они изображены красным цветом. Что же изменяет эта цепочка? В первоначальный момент электролитический конденсатор разряжен, и при включении схемы он начинает заряжаться через R18. Внутреннее сопротивление разряженного конденсатора стремится к нулю, поэтому напряжение на R18 чуть меньше опорного напряжения 5 вольт. Это приводит к тому, что выходной транзистор будет закрыт до того времени, пока напряжение на управляющем выходе не упадет до определенной величины. Далее длительность выходных импульсов будет плавно нарастать по мере заряда конденсатора. Этим мы добьемся, что заряд электролитического конденсатора выходного фильтра в момент наименьшего сопротивления будет заряжаться плавно
небольшой мощностью. Мало того, всплеск напряжения на выходе упадет до 0,5 вольта. И, наконец, при включении стабилизатора без нагрузки он у нас будет работать без повышения напряжения стабилизации, но с повышенными пульсациями выходного напряжения. Давайте же убедимся в этом. Для начала включаем схему без нагрузки. Да, простите, я забыл сообщить вам еще об одной модификации. Производитель рекомендует в цепи отрицательной обратной связи усилителей ошибки ставить сопротивление 51 кОм. Таким образом, усиление операционного усилителя ошибки становится равным 101. Мы можем видеть, что напряжение на выходе изменяется нелинейно, и заряд происходит на малой мощности, не перегружая транзисторы. Также на выходе отсутствует всплеск выходного напряжения. Максимальное напряжение на выходе мы получаем 14,9 вольта, при напряжении стабилизации 14,6-14,7 вольта. Полный заряд конденсатора С4 происходит за 170 миллисекунд. После этого времени напряжение на управляющем входе равно 455 милливольт. И на работу схемы влияет только ограничение максимальной длительности выходного импульса. А стабилизация напряжения и тока происходит обычным образом. Увеличивая напряжение на управляющем входе, можно ограничить максимальную мощность стабилизатора, защитив его таким образом от перегрузки. Есть еще один вход на микросхеме, который в этой схеме находится на земле. Это 13-й вывод. Он управляет способом вывода импульсов на выход. Если он находится на земле, то выходные транзисторы микросхемы работают синфазно, и их можно включить параллельно для увеличения выходной мощности микросхемы. Если же этот вход подключить на опорное напряжение 5 вольт, то выходы начинают работать противофазно. Это свойство используют для управления выходными транзисторами инвертора. Но и в нашей схеме можно включить базы выходных транзисторов в противофазном режиме. Тогда транзисторы будут открываться поочередно. Я испытал и этот вариант, но получил отрицательный результат. А именно, за счет поочередного включения транзисторов падение напряжения коллектор-эмиттер на обоих транзисторах увеличивается и, соответственно, рассеивая мощность на транзисторе. КПД в этом случае падает. Так что параллельное включение транзисторов предпочтительнее. Теперь проверяем работу нашей схемы под нагрузкой. Как и в случае без нагрузки, происходит плавный заряд конденсатора выходного фильтра, но уже до напряжения 14,6 вольта. И в этом случае у нас уменьшены экстремальные мощности на транзисторах. Максимальная пиковая мощность составила 397 Вт, и она была кратковременна. При отдаваемой в нагрузку мощности 298 Вт, потребляемая от источника мощность равна 368 Вт. Итог на выходе равен 21,5 ампер. КПД равен 80%. Итак, окончательный вывод. Все гениальное просто, но не все простое гениально. Поэтому я не советую вам упрощать там, где люди продумали свои решения до мелочей. А на сегодня у меня все. Лайки, дизлайки, подписка на канал от вас. От меня всего доброго. До свидания.